Привет, Арми! Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Поддержите этот канал, ставя лайки, оставляя комментарии и подписываясь, чтобы с большим энтузиазмом делиться интересными новостями о кей-поп. Секретная вечеринка в Париже. Джоа и Чимин отмечают после Парижской недели моды Dior. Город Париж, уже известный своей элегантностью и мистикой, был потрясен неожиданным откровением, которое послало шоковые волны как в мир моды, так и в глобальную индустрию развлечений. Может быть правдой, что две из наиболее влиятельных фигур в кей-поп, Джоа из Black Bang и Чимин из BTS, были замечены празднующими вместе на частной вечеринке сразу после показа Dior на Парижской неделе моды. Почему такое собрание должно было быть скрыто от глаз общественности? И что именно произошло за охраняемыми дверями этого секретного события? Эти вопросы теперь доминируют в разговорах среди фанатов, СМИ и инсайдеров индустрии, которые решительно настроены собрать головоломку этой внезапной парижской тайны. Обстановка сама по себе уже рисует драматическую картину. Парижская неделя моды только что завершилась мощным показом Dior, демонстрирующим роскошь и креативность. Событие, которое ежегодно собирает лучших мировых дизайнеров, моделей, актеров и знаменитостей. Но как только вспышки камер подиума погасли и журналисты разошлись, другая история начала разворачиваться в приглушенных шепотах. Тщательно организованное частное собрание, проведенное вдали от ослепляющих огней публичного внимания, стало центром интриги. Именно здесь Джоа и Чимин были якобы замечены вместе, не как артисты, строго связанные со своими выступлениями, а как гости в круге влияния, в который могут войти лишь немногие. Почему эти две глобальные иконы оказались в одной комнате в такой критический момент? Было ли это простым совпадением, что Джоа, которая только что поразила в качестве амбассадора Dior, и Чимин, чье присутствие на мероприятиях высокой моды вызывает мировые заголовки, оказались празднующими рядом, или это собрание намекает на нечто большее, возможно, на сотрудничество, выходящее за рамки музыки и моды, слияние влияний, которое способно изменить культурные тенденции? Источники описывали атмосферу этого собрания как полную тайны и эксклюзивности. Говорилось, что приглашения были ограничены элитной группой артистов, дизайнеров и влиятельных фигур, доступ к которым был ограничен лишь доверенными лицами хозяев. Сообщается, что охрана была строгой, обеспечивая, чтобы ни камеры, ни посторонние не смогли проникнуть внутрь. Выбор Парижа, города, который живет на грани между тайной и зрелищем, лишь усиливает интригу. Кто решил, что эта встреча должна произойти именно здесь, и почему она была скрыта от глаз общественности? Свидетельства остаются фрагментарными, но все они сходятся в одной детали. В тот момент, когда Джоа и Чимин появились в одном пространстве, вся комната изменилась. Гости якобы замерли в недоумении, осознавая весомость этой встречи. Это не просто две звезды корейской поп-культуры. Это представители глобальных брендов, культурных движений и целых поколений фанатов. Тайна лишь усилила спекуляции. Было ли собрание предназначено для празднования успеха Dior, или это было нечто гораздо более личное? Могла ли это быть частная вечеринка, устроенная общими знакомыми внутри модной элиты? Или это был сознательный шаг Джоа и Чимин для исследования новой формы художественного синтеза? Сообщение предполагает, что вечеринка была более интимной, чем пышной, сосредоточенной не на зрелище, а на связи, что резко контрастирует с грандиозностью подиума. Если это правда, то это лишь углубляет загадку. Почему такие значимые фигуры выбрали интимность вместо публичности? Если только событие не имело смысла, который требовал молчания, а не огласки. Это не первый раз, когда вопросы близости между айдолами кей-поп и домами высокой моды вызывают мировое внимание. И все же парижское собрание выглядит иначе. Это не была запланированная фотосессия или официальное объявление о партнерстве. Оно было частным, неафишируемым и окутанным преднамеренной тайной. Фанаты теперь остаются в догадках,
какие моменты произошли в той комнате, которые не предназначались для глаз публичности, обменивались ли там разговорами, которые могут изменить ход будущих сотрудничеств в музыке и моде, делились ли Джо и Чимин планами, которые пока скрыты от общественного знания, или это был всего лишь мимолетный момент празднования, увеличенный их необыкновенным статусом. Эмоциональная реакция тех, кто услышал об этом событии, была ошеломительной. Некоторые фанаты выражают восторг, воеважняя возможности сотрудничества, в то время как другие подходят со скептицизмом, задаваясь, не преувеличили ли слухи то, что на самом деле произошло. И все же самое отсутствие официального подтверждения лишь питает напряжение. Почему никакая деталь не подтверждена? И кто выигрывает от того, что история остается неразрешенной? Является ли молчание частью более глубокой стратегии? Или это доказательство того, что правда слишком сложна, чтобы быть раскрытой прямо сейчас? Каждый угол приводит к одному неизбежному вопросу: что именно произошло во время той секретной вечеринки в Париже? Город принимал бесчисленные частные собрания, но лишь немногие имели такой уровень культурного веса. С двумя глобальными фигурами, такими как Джо и Чимин, в центре, последствия выходят за пределы простых сплетен о знаменитостях. Это нарратив о времени, тайне и влиянии, созданный в самом сердце города, синонимичного власти и престижа. Это заставляет нас задуматься, сколько из того, что мы видим публично, является лишь поверхностью чего-то гораздо более глубокого. По мере того, как спекуляции растут, растет и напряжение. Было ли это началом беспрецедентного сотрудничества, личная поддержка между двумя звездами, чьи пути редко пересекаются в таких интимных условиях? Или это было всего лишь мимолетное празднование, раздутое до мировых заголовков из-за величины вовлеченных имен? До тех пор, пока не появится больше деталей, Парижская ночь остается покрытой тайной, оставляя мир все время спрашивать, почему Джо и Чимин праздновали вместе, и что действительно означало их присутствие на той секретной вечеринке. Молчание вокруг этого собрания глушительно. Париж, город, который живет шепотами и нерассказанными секретами, теперь стал сценой для одной из самых обсуждаемых знаменитых тайн года. Наблюдатели отмечают, что в то время как многие высокопоставленные гости тихо покидали место, все внимание оставалось прикованным к Джо и Чимин. Их присутствие затмевало эксклюзивность самого списка гостей, поднимая неоспоримый вопрос: была ли поддержка определена празднованием Dior, или празднование Dior было всего лишь фоном для гораздо большего скрытого нарратива. Что делает этот момент еще более электризующим, это его время, и Джо и Чимин находятся на переломных моментах своих карьер, балансируя личное творчество с глобальным признанием, одновременно выступая в качестве амбассадоров брендов, чье влияние выходит за рамки фэшн-ствей. Видеть их вместе, даже в частной обстановке, ощущается меньше как совпадение, а больше как стеймент. Однако отсутствие ясности оставляет место для всех возможностей. Было ли это профессиональное сближение, социальное совпадение или закодированное описание, тщательно поставленное для тех, кто обращает внимание? Инсайдеры индустрии не отрицают потенциального эффекта домино. Пересечение BTS и Black Bank, через двух их наиболее заметных участников, в такой дискретной обстановке может изменить то, как общественность воспринимает границы между конкуренцией и сотрудничеством. Может ли это означать демонтаж традиционных равив, которые долгое время определяли ландшафт кей-поп? Или это всего лишь момент взаимного признания между двумя артистами, которые понимают величину своего культурного веса? Если так, то почему выбрать частную парижскую празднование вместо публичной сцены? Интрига углубляется с рассказами, предполагающими, что камеры внутри помещения были строго запрещены. Те, кто присутствовали, ушли только с памятью. Память сама по себе субъективна, это создает вакуум доказательств.